Прежде чем мы начнем рассказ, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой части мира вы смотрите нас сегодня. 8 шакалов с черными спинами сомкнули плотное кольцо вокруг детеныша носорога посреди обширной степной равнины. Малыш был совсем крошечный, не старше 4 месяцев, он метался на месте и отчаянно фыркал, призывая свою родительницу, которую нигде не было видно. Альфа-самец с обрубленным ухом сделал резкий бросок, щелкнув пастью у самых копыт детеныша. Носорожек отскочил и врезался в другого шакала, который тут же вцепился ему в заднюю ногу. Я втопил акселератор внедорожника до упора, броневик рванул через заросли кустарника, ломая бампером толстые ветви. До равнины оставалось совсем немного, и я видел, как третий шакал заходит с фланга, целясь в ахилловы сухожилия. Классический метод охоты – обездвижить добычу, а затем растерзать ее заживо. Внедорожник выскочил на равнину, я схватил карабин и выстрелил в небо. Грохот выстрела эхом прокатился по окрестностям, шакалы шарахнулись в стороны, но не убежали, остановились метрах в 20 и начали переговариваться протяжным лаем. Я выпрыгнул из машины, схватил осветительную ракетницу и выстрелил прямо под лапы вожаку стаи. Ракета взорвалась ярким оранжевым светом с оглушительным треском, и стая наконец дрогнула. Вожак тявкнул команду, шакалы развернулись и скрылись в густой траве, но я знал, они не уйдут слишком далеко. Детеныш носорога стоял посреди равнины, дрожа всем телом. Кровь капала с прокушенного хвоста, но рана была не глубокой, скорее всего, просто ссадина. Я медленно подошел, стараясь его не напугать, и малыш вдруг сам сделал несколько шагов ко мне, ткнулся рогом в мою голень и жалобно всхлипнул. Детеныш был совершенно один, без родительницы, без группы. Носороги никогда не покидают своих детенышей, но этот малыш, видимо, заигрался, отстал от группы и теперь остался один посреди степи. Оставить его здесь, подписать приговор к скорой гибели, шакалы вернутся через считанные минуты после моего отъезда. Я достал рацию. База, это Леа, обнаружил носорога-сироту в южном секторе, следов группы нет, начинаю поиски. Буду на связи. Нужно было найти его семью, и срочно. Я осмотрелся, ища следы, глубокие вмятины от тяжелых конечностей, сломанные ветки, куча экскрементов. Метрах в 50 заметил характерные борозды на грунте, здесь прошли взрослые носороги, причем недавно, растительность еще не выпрямилась. След вел на юго-запад, к скалистым возвышенностям. Я двинулся вперед, и носорожек тут же засеменил следом, стараясь не отставать ни на шаг. Его маленькие ножки едва поспевали за мной, но он упорно держался рядом, явно боялся снова остаться в одиночестве. Мы шли по следу, и я замечал все новые признаки: обглоданные ветки колючего кустарника на высоте моего роста, свежий помет, который еще не успели растащить жуки-навозники. Группа прошла здесь не больше 1 часа назад. Через 20 минут мы вышли к пересохшему руслу ручья, и я остановился. По ту сторону русла паслось стадо зебр, голов 35, с несколькими крупными жеребцами по периметру. Они заметили нас сразу, и ближайший жеребец поднял голову, уставившись в нашу сторону. Его копыта были крепкие, способные нанести серьезную травму. Зебры – одни из самых пугливых, но в то же время непредсказуемых животных степи, они могут лягнуть с невероятной силой. И сейчас мы стояли прямо на пути к носорожьему следу, который вел через их территорию. Самец фыркнул и сделал несколько шагов в нашу сторону, опустив голову. Носорожек прижался к моей ноге и тихо заскулил. Я знал правила: нельзя паниковать, нельзя смотреть прямо в глаза, нельзя делать быстрых движений. Я положил руку на спину носорога и начал двигаться вправо, медленно, шаг за шагом. Жеребец внезапно топнул копытом и сделал ложный бросок. Носорожек дернулся и хотел убежать. Я схватил его за шкуру и удержал на месте, продолжая идти ровным шагом. Сердце билось часто, но я не ускорялся. Еще один жеребец присоединился к первому, оба следили за нами с настороженным вниманием. Мы обходили стадо минут 15, делая широкий полукруг по сухой траве. Зебры постепенно теряли к нам интерес, возвращаясь к привычному щипанию травы. Когда мы наконец оказались по другую сторону русла, я выдохнул с облегчением. След носорогов продолжался дальше, к группе зонтичных акаций на склоне возвышенности. Еще через полчаса я услышал то, чего ждал: низкое сопение носорогов где-то за деревьями. Я ускорил шаг, носорожек зафыркал и побежал вперед. Из-за акаций показалась группа, 8 взрослых самок и несколько детенышей.
Малыш бросился к ним с радостным визгом. Но что-то пошло не так. Ближайшая самка развернулась к нему, напрягла уши и издала угрожающий фырк. Носорожек остановился как вкопанный. Вторая самка взмахнула рогом, третья замахнулась головой. Они не принимали его, а значит, это была чужая группа. Носороги узнают своих по запаху, и этот малыш пах чужаком. Я бросился вперед и схватил носорога, оттаскивая назад. Одна из самок внезапно метнулась вперед, и ее рог пронесся так близко, что я почувствовал порыв воздуха. Я пятился, прижимая к себе дрожащего малыша, пока мы не оказались на безопасном расстоянии. Носорожек жалобно скулил, не понимая, почему его оттолкнули. Я понял, все это время мы шли не по тому следу. Где-то там на просторах степи была его настоящая мать, и нам нужно было начинать поиски с самого начала. Мы двинулись обратно к развилке следов. И тут я заметил их, 4 шакала притаились на дальнем холме и смотрели в нашу сторону. Та же самая стая, я узнал вожака с обрубленным ухом. Они выслеживали нас все это время, ждали подходящего момента. Каждая минута могла стоить нам жизней. Я вернулся к развилке и на этот раз пошел по второму пути, более слабому, почти незаметному. По размерам отпечатков было ясно, этот слабый след принадлежал одиночной самке носорога. Она шла одна, без группы. Странно, самки носорогов всегда держатся вместе. Носорожек вдруг остановился, поднял голову и начал принюхиваться. Его уши затрепетали, он издал короткий возбужденный звук и рванул вперед с такой скоростью, что я едва успевал за ним. Похоже, малыш узнал запах матери. Мы выбежали на открытое пространство у подножия холма, и я увидел одинокую мимозу с широкой кронной. Под деревом лежала самка носорога, огромная, неподвижная. Она не шевелилась, даже уши не подергивались. Носорожек бросился к ней с пронзительным фырканьем и начал тыкаться рогом в ее морду, толкать, пытаться поднять. Самка не реагировала. Я подбежал и приложил руку к ее шее, ища пульс. Кожа была теплой, но я ничего не чувствовал. Неужели мы опоздали? Тогда самка медленно подняла голову. Она была жива, но явно страдала, глаза мутные, дыхание тяжелое и хриплое. Носорожек зафыркал от радости и прижался к ее боку. А я наконец увидел причину всего происходящего. На правой передней ноге самки, чуть выше колена, был огромный нарыв, вздутие размером с дыню, бледно-серого цвета, с натянутой кожей. Инфекция. Самка не могла нормально передвигаться из-за нестерпимой боли, каждый шаг был мучением. Вот почему она отстала от группы, вот почему не смогла последовать за детенышем, когда он убежал слишком далеко. Вот почему малыш оказался один посреди степи на растерзание шакалом. Я выхватил рацию. «База, это Леа, срочно нужна ветеринарная бригада. Координаты отправляю». Взрослая самка носорога с тяжелым абсцессом на ноге, критическое состояние. Нужны Муса и Адиза с полным комплектом для хирургического вмешательства. Голос диспетчера ответил через несколько секунд. «Принято, Леа, высылаем бригаду, скоро будут на месте». Я присел рядом с самкой и замер в ожидании. Носорожек, прижавшись к ее боку, успокоился и затих. Рядом с матерью он снова чувствовал себя в безопасности. Через полчаса на горизонте появилось облако пыли, и вскоре подъехал ветеринарный пикап. Муса и Адиза выскочили с оборудованием, быстро оценили ситуацию. Муса осмотрел нарыв и нахмурился, необходимо поднять ее на ноги. Абсцесс на внутренней стороне конечности, лежа не получим нужный доступ для дренирования, гной может попасть в мышечные ткани. Адиза набрала шприц и ввела самке препарат в основание уха, там кожа тоньше и лекарство быстрее попадает в кровоток. «Легкое успокоительное», — объяснила она. Она будет стоять, но не почувствует острой боли и не дернется. Через несколько минут самка начала подниматься, медленно, неуверенно. Сначала подобрала под себя передние ноги, потом задние, и, наконец, встала. Ее глаза были полуприкрыты, она покачивалась, но держалась на ногах. Муса подошел с инструментами. Запущенный воспалительный процесс, минимум 2 недели. Удивительно, что она вообще еще ходит. Он взял скальпель и сделал надрез, из раны хлынул густой серо-желтый гной. Носорожек увидел это и бросился к матери с тревожным фырканьем, пытаясь оттолкнуть Мусу рогом. Малыш думал, что маме делают больно. Я схватил его и оттащил в сторону, прижал к себе. «Тихо, малыш, они ей помогают». Носорожек дрожал, но постепенно успокоился и просто стоял рядом, не сводя глаз с матери.
Адиза промывала полость антисептическим раствором, Муса удалял некротизированные ткани. Самка стояла неподвижно, только изредка переступая с ноги на ногу. Операция заняла почти час. Муса наложил дренажную систему, Адиза вела антибиотики и противовоспалительные. Когда они закончили, Муса повернулся ко мне: «Она выживет, Лео. Через месяц будет как новая. Ты вовремя ее нашел, еще пара дней, и инфекция попала бы в кровь». Самка постепенно приходила в себя от седативного. Ее глаза прояснились, она огляделась и издала низкий звук. Носорожек тут же подбежал и зафыркал, тыкаясь в ее морду. Самка лизнула его морду и прижала к себе. Она сделала несколько осторожных шагов, и я увидел, что хромота почти исчезла. Боль ушла. Следующие 2 недели я приезжал к ним каждый день, проверял повязку, менял дренаж, вводил антибиотики. Носорожек уже узнавал звук моего внедорожника издалека и выбегал навстречу, радостно фыркая. Самка поправлялась на глазах, рана затягивалась, силы возвращались, она уже сама искала корм и воду. Через месяц я приехал в последний раз. Нарыв полностью зажил, осталась только розовая полоска шрама. Самка стояла в тени мимозы, а рядом с ней играл носорожек, уже заметно подросший и окрепший. Он носился кругами, хватал рогом ветки, толкал мать в бок. Я вышел из внедорожника, и носорожек подбежал ко мне, ткнулся рогом в грудь. Самка тоже подошла и издала низкий звук, не угрожающий, скорее выражающий благодарность. Вдалеке показалась группа, ее семья возвращалась. Самка повернула голову, зафыркала в ответ на их призыв. Носорожек в последний раз обхватил головой мою руку и побежал за матерью. Я смотрел, как они уходят, большая самка и маленький носорожек рядом с ней, шаг в шаг. Они шли к группе у подножия возвышенности и скоро растворились в золотом мареве степи.